Друзья, всем привет! С вами очередной выпуск Retro Legends Garage, и сегодня я подготовил для вас кое-что особенное. Сегодня мы поедем проверять очередную локацию, на которой стоит, по мнению одного из наших подписчиков, что-то крутое. Сейчас я при вас позвоню человеку, я его не предупреждал. Мы с ним списывались в Инстаграме, он написал, что видел автомобиль на какой-то заброшенной локации, свалке. Добрый день, Сергей. Да, приветствую. Это Антон, мы переписывались в Инстаграме по поводу заброшенной машины, про которую ты писал, видел на днях. Да, Антон, привет. Слушай, смотри, ездил металлолом на базу сдавать. И увидел, там стоит под каким-то брезентом, вся там заброшенная, закиданная колесами какая-то машина. Судя по всему, американец. Здоровая такая. И написал сразу тебе, может быть, тебя заинтересует, могу скинуть координаты, где это находится. Я так подошел, посмотрел, судя по всему, американец. А состояние вообще какое у нее там, непонятно? Состояние не очень такая вся разобранная, прямая, косая. Я понял. А что она там на территории стоит, там, какой вообще формат? Ну, вообще, это база металлолома, туда свозят металлолом. И она там стоит. Я так подозреваю, тут, наверное, выбросил, не знаю. А давно, неизвестно, она там стоит? Не знаю, не спрашивал ничего, честно говоря. Могу координаты дать, и там все можно узнать. Я понял. Там охрана, да, территория закрытая какая-то? Да, территория охраняемая, там есть шлагбаум, все дела, туда подъезжайся. Ну там, в общем, пустят. Я понял тебя. Ладно, хорошо, спасибо тебе большое. Я тогда, наверное, поеду. И если там не найду, наберу. Ладно, можно? Договорились, конечно. Координаты сейчас кину. Ага, все, спасибо большое. Да, пока. Счастливо. Вот такие вот ситуации зачастую происходят в нашей мастерской. Пишут подписчики, рассказывают о том, что они где-то что-то видели, где-то что-то стоит. Зачастую, конечно, все это либо хлам, либо машины очень далеко от нас. Сегодня интересный случай. Я считаю, что у нас есть 80% вероятности успеха, поскольку машина, во-первых, в Москве. Ее видели 3 дня назад. Есть человек, который ее видел, он прислал мне фотографию и сообщение, соответственно, в Инстаграм. Тут видны очертания чего-то большого, машина завалена всяким хламом, но это либо Линкольн, либо Кадиллак. Выглядит непонятно, опять же, поскольку тут реально куча какого-то хлама. В общем, сейчас мы собираемся и выезжаем туда. Я надеюсь, что все пройдет хорошо. Опять же, очень мало вводных. Неизвестно, чья это машина, что она там делает, как мы ее оттуда будем забирать, или вообще получится ли ее забрать. Но это мы сейчас выясним, поэтому поехали. Они очень волнуют. Не первый раз, честно, мы едем за какой-то машиной, и 90-95 даже процентов, когда мы приезжаем, мы очень сильно разочаровываемся, поскольку это либо старая Волга, либо Чайка, либо что-то из Советского Союза, что не подходит никак нам. И бывают те единичные случаи, когда действительно мы находим жемчужину. Я очень надеюсь, что сегодня будет что-то, что понравится как нам, так и вам. На самом деле я очень благодарен нашим подписчикам. Спасибо вам, ребята, большое за то, что звоните, пишете, кидаете какие-то наводки. Неважно, что
разные машины, даже которые нам не подходят по классам, по интересам. Все равно большое вам спасибо. Лучше так, чем никак вообще. И сегодня я очень надеюсь, что мы найдем действительно жемчужину, поскольку достаточно давно не было никаких интересных проектов, которые мы находим. Есть шанс, что действительно что-то стоящее. Я вот зажал пальцы и надеюсь, что это будет интересно как вам, так и мне. Короче, как обычно, какая-то вообще жопа мира. Я даже не мог представить, что в Москве есть такие места. Вот мы подъезжаем, закрытая территория. Прицеп сзади просто прыгает по жести. Дороги нет. Добрый день. Здравствуйте. Подскажите, у вас тут, говорят, машинка стоит на территории где-то? Да, стоит на территории, машина уже давно стоит, уже вся заброшенная, заваленная мусором всяким. Похоже на иномарку. А старых годов. Куда привозили, зачем, неизвестно? Сдавали металлолом, утилизацию. Офигеть. А где она находится? В метро 100 отсюда, с правой стороны. Мы можем проехать, посмотреть? Ну, да? можно, только быстренько. Ладно, нам просто человек вот сказал, что у вас стоит машина, но он интересно, занимаемся. Только быстренько можем посмотреть. Ладно, спасибо. Сейчас Спасибо. откроем. Короче, полная жесть. Я не знаю, как нам дальше делать. Территория, походу, под охраной. И охранник, походу, не в курсе, что мы хотим забрать машину. Человек, который нас сюда навел, он не здесь, он просто проходил, видимо, мимо, я не знаю, завтра или там потом с ним свяжемся. Короче, надо найти машину. Среди него сказал около красной пожарной или крана, где-то здесь. Давайте искать. Охренеть, да ладно. Здесь реально, ты видишь, это тачка. Блин, это походу Кадиллак. Охренеть. Это очень круто. Действительно стоит красная пожарка, и рядом с ней, покрыто каким-то говном немыслимым, стоит что-то похожее. Блин, охренеть. Это Кадиллак Эльдорадо 59-го. Нет, походу 69-го года. Офигеть, это очень круто, ребята, это 59-го или 60-го года Кадиллак Эльдорадо. Очень круто, что нам об этом сказали, поскольку машину хотели отправлять в утиль. А машина-то, походу, кем-то когда-то восстанавливалась. Внешне абсолютно разукомплектованная. Но я хожу вокруг и понимаю, что там есть какие-то запчасти, поэтому давайте быстрее ее откроем, посмотрим. И вообще как бы вечереет, а территория такая непонятная, и надо что-то делать и думать вообще еще, как нам ее отсюда забирать. Поскольку машину привезли в утиль и до сих пор не утилизировали.
Нет, она брошенная, стоит уже месяц. Блин. А если мы ее заберем, есть какие-то варианты? Ну, пропадает, жалко, если ее на утиль пустят, это будет обида вообще для всей Москвы и России. Такое упущение. Машина, попробуйте. Машина классическая, и жалко, чтобы она пропадала. Попробуйте тогда. Но, естественно, нам эту машину никто просто так не отдал. Нам пришлось за нее заплатить целых 35 тысяч рублей. Это именно та стоимость, по которой ее приняли в металл. Спасибо вам большое. Да не за что. Так, ладно, теперь грузим тачку. Блин, у нас есть 15 минут и валим отсюда. Теперь ее как-то надо погрузить на прицеп, поскольку я взял электрическую лебедку и не подумал о том, что здесь может не быть электричества. Поэтому попросим сейчас кого-нибудь нам помочь и грузим тачку. В общем, все, машина погружена, у нас есть минимальное количество времени, чтобы отсюда уехать. Благо есть добрые люди, которые помогают нам сохранить классику, не пустить ее под нож. Я благодарен нашим подписчикам, благодарен всем, кто принимал в это участие. И теперь бегом, бегом, бегом. Спасибо вам большое за помощь. Давайте, пока проснется, буду ругаться. Все. Мы на базе, мы успешно доехали. И да, это Cadillac DeVille 50. Я так и не определился, какого, он года. Он весь разукомплектован, сняты бампера. Я предлагаю дождаться завтрашнего дня и все при свете дня посмотреть, разложить и подвести итог, что же мы на самом деле купили. Ну что, наступил следующий день. Светло, и мы можем разобраться в куче барахла, которая лежит внутри тачки, поскольку вчера в потемках и в попыхах мы даже не посмотрели, что внутри лежит в салоне, что лежит внутри багажника. Поэтому давайте приступим. Я уже вижу, я счастлив, что это там. Это приборная панель от Cadillac. Кстати, да, я загуглил, это Cadillac 60-го года. И я вот сначала не увидел приборную панель и начал переживать, потому что их нет в продаже вообще, в Америке нет их. То есть не новых, естественно, не бэушных, ну, грубо говоря, на eBay я посмотрел. И она здесь есть, и это сэкономит нам приличную сумму денег. Поэтому одеваем перчатки и залезаем в эту кучу барахла. Первым делом у нас здесь дверные карты,
Естественно, они в отвратительном состоянии, все мертвые, трухлявые, но хорошо, что они есть, поскольку, например, вот эта вот центральная хромированная вставка, она в нормальном состоянии, не мятая, царапанная, но что-то отполируется. И нам не придется придумывать замену или искать новую или бэушную в Америке. Это плюс. Также плюс то, что на каждой карте на американских старых тачках присутствует верхушка из металла, которая защелкивается на дверь. Также на ней стоит хромированная полоска с бархоткой стекольной. Вот это тоже большой плюс, поскольку если бы ее не было, ее бы пришлось бы покупать или придумывать что-то самим. Но она есть, и это большой плюс. Радиатор. Состояние неизвестно. Ну, выглядит так, что он не дырявый, но я думаю, в любом случае нам придется его менять. Что там у нас дальше? Это насос ГУР. Радиатор кондиционера, тоже состояние неизвестно, все ржавое, ну, нужно проверять. Ну, все узнали топливный бак. У него стоит подача, патрубки вентиляции какие-то. На вид он неплох. Он не дырявый, он покрыт коррозией, но, скорее всего, она поверхностная. Нужно будет достать подачу и посмотреть его состояние внутри, нет ли там коррозии. Так, тут у нас вакуумник ГТЦ. И ребята вообще не заморачивались, когда разбирали, они сняли вместе с педалью тормоза, с педальным узлом. Прикольно. По состоянию ГТЦ, я думаю, придется поменять, ну и вакуумник, естественно, тоже. Благодарим нашего спонсора за представленную телегу, в которую мы сейчас сложим всю мелочевку, которая находится в багажнике. Стараемся сделать это максимально быстро, поскольку разбираться, ну, очень сложно, и потом уже на сборке я предлагаю это сделать. Вот, например, значок Cadillac. Непонятно откуда он сломанная, ножка у него одна. Тут, в принципе, есть много чего. Переключатели, патрубки, зеркала. Зеркала, ну, как вы видите, по состоянию это сразу можно на помойку. Если, кстати, хотите сувениры, можете писать мне в директ в инстаграме. Я могу подарить комплект зеркала от Cadillac 60-го года. Опа! Удивительно, но тут есть даже какие-то новые сайлент-блоки в новой упаковке. Маркировка есть, поэтому можно будет посмотреть, для какого именно места они служат. Убираем их отдельно в коробочку с новыми запчастями. Я нашел корпус фары, она в плачевном состоянии, хром весь зацвел, внутри коррозия, но плюс то, что есть линзы, потрескавшиеся от старости. Я думаю, это лучше, чем ничего, согласны? Самое интересное, что фара собрана вот так вот, она и должна смотреться на машине. То есть фонари утоплены, грубо говоря, в такую ванночку хромированную. Все вокруг, колечки, основания тоже в хроме. И когда это в хорошем состоянии, все полностью собрано и установлено на машину, выглядит очень круто, поскольку, ну, уникально. Такого дизайна не было, и производители Cadillac решили выделиться и сделать что-то особенное и необычное. И у них это получилось. Фара выглядит реально круто и по сей день. Всегда приятно находить молдинги в такой машине, потому что хром действительно сложно очень доставать, находить, восстанавливать. Вот это я не знаю откуда, явно с этой машины, будем потом разбираться. Вот это похоже на хром с... Кстати, да, это хром с багажника или нет, поскольку он коротенький. Ну, возможно, это с капота, но есть минусы, обратите внимание, он достаточно сильно поврежден, и, ну, использовать его будет
проблематично. Скорее всего, придется искать новый. Если не получится, будем восстанавливать этот. Ну что, разгреб багажник. Что можно сказать по его состоянию? Машину варили когда-то. То есть следы латок, заплаток, сварки. Неизвестно это где было, когда и при каких обстоятельствах. Здесь есть также дыры, которые придется доваривать дополнительно. Есть дыры там же, где и были латки. А состояние в целом, удовлетворительное. Работать с этим можно. Например, вот багажник тоже, его пытались восстановить. Есть какие-то мелкие точки от сварки. И сверху, видимо, был герметик. Естественно, скорее всего, тачку делали в Америке. Потом, наверное, здесь, в России, ее уже пескоструили. Тоже неизвестно пока кем, когда. Будем выяснять эти подробности. Переходим дальше, идем смотреть, что у нас в салоне. Я достал нижнюю часть приборной панели, она, в принципе, в нормальном состоянии. Здесь у нас есть радио, естественно, хром весь поврежден в точках, с этим уже ничего не сделать, можно отполировать, но маленькие точки вкрапления останутся. Либо на перехромировку, либо оставить пока как есть. Даже вот есть управление печкой. Все в рабочем состоянии, ржавчины нет, коррозии нет. В принципе, я очень рад, что это присутствует. Давайте попробуем достать остальную часть. Эта верхняя часть, она сохранилась, естественно, хуже. Все от времени потрескалось, пришло в негодность. Но у нас есть основные элементы: спидометр, часы, управление фарами, а также непонятная вот эта вот история, это, наверное, фонарик или что-то подобное. Но хорошо, что есть с чем работать. Если бы этого всего не было, я не знаю, я бы потратил уйму времени на поиск или выдумывание чего-то, что могло бы заменить всю эту конструкцию. Очередной пример того, как сильно потрепал возраст эту машину. Сиденья просто уничтожены. Единственный, конечно, комментарий, я хочу сказать, что это оригинальная 60-я обивка, она не менялась. Хотя бы что-то от нее осталось. Опять же, можно по подобию, имея каркас, полностью восстановить идентичную оригинальную обшивку. Этим займутся мои мастера и приведут в полное первозданное состояние этот салон. Я разобрал салон тачки, она так. Но мы с парнями сделаем все, что потребуется, и эта ласточка уже в следующем выпуске поедет на осмотру с Давидычем. Деревянная пружина просто слетела с этой стороны. Следующим шагом после салона я предлагаю открыть капот, посмотреть, что там, и этим завершим разбор машины. Опа! Капот, охренеть, какой тяжелый, петель нет, он просто накинут. Это тянет на биг-блок, но старенький. Что значит старенький? В общем, мотора здесь, к сожалению, нет. При этом у нас есть стартер.
генератор, зажигание, карбюратор, а самого мотора, к сожалению, нет. Но не так все плохо, можно подумать и поставить какой-то крутой мотор. Вижу, что кузов у нас не закреплен на раме совершенно. Также вместо пружин вставлены в подвеску куски деревях, чтобы она не упала и не валялась на земле. Я предлагаю сейчас разобрать морду, снять крылья, телевизор, бампер. После этого загнать машину на подъемник и снять кузов. После этого мы сможем заняться рамой. Для начала воткнуть туда пружины, амортизаторы, поставить ее на ход. И после этого уже будем заниматься кузовом. После того, как мы разобрали переднюю часть автомобиля, увидели, что передней подвески нет, машина тупо стоит на проставках из дерева. Вот они пружины, вот там валяются амортизаторы, поэтому машина стоит криво, абы как. Сзади такая же история. И меня тут осенило, почему бы не поставить ее на пневму. Ведь машина здоровая, широкая, длинная, красивая, и будет прикольно, если она будет опускаться и подниматься. Но об этом потом. Теперь нам надо спустить машину с лафета и, наверное, прекратить на этом серию, поскольку уже много чего случилось. Хочу сказать спасибо всем нашим подписчикам, всем людям, которые пишут, набирают, рассказывают о заброшенных, о машинах, которые хотят обрести новый дом. Пишите, присылайте. Мы всегда рады какому-то коннекту с нашими подписчиками. И особенно, если вы даете нам шанс спасти одну из крутейших легендарных машин, таких как этот Cadillac DeVille 60-го года. Нам еще предстоит огромный фронт работ по нему, и об этом вы узнаете в следующих сериях. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Также переходите в мой инстаграм. Сегодня с выходом этой серии я выложу пост, в котором я буду разыгрывать прикольнейшую картину, и ее обладателем может стать каждый из вас. Поэтому до новых встреч и увидимся в следующих сериях. Пока!